Владимир Валерьевич, вот с вашей точки зрения, есть ли сегодня у России и Соединенных Штатов шанс договориться до саммита, который запланирован в мае 2012 года? Я считаю, что в настоящее время у России и США не осталось возможности договориться. И здесь, я думаю, не надо все сводить к избирательной кампании, потому что о том, что мы не можем договориться, понятно стало не после того, когда президент Дмитрий Анатольевич сделал соответствующее заявление. Об этом стало понятно после встречи в Гонолулу на Гавайях, когда расхождение позиций стало настолько очевидным, что вопрос соответствующего заявления – это был вопрос лишь времени. Я хочу подчеркнуть, что в последнее время трения между Россией и США серьезно нарастали. И здесь можно упомянуть, например, то, что Россия использовала право вето в Совете Безопасности по поводу Сирии. Россия считает, что не надо вводить новые санкции в отношении Исламской Республики Иран в отношении ядерной программы. Россия и США имеют расхождение взглядов на развитие событий в Северной Африке и на Ближнем и Среднем Востоке. Помимо этого у нас начинается избирательная кампания. То есть хочу сказать, что избирательная кампания у нас это не стало основной причиной, почему было сделано такое заявление. Почему не можем договориться? Было бы очень просто во всем обвинить НАТО и сказать: у вас есть статья 5 Устава НАТО, которая вам мешает с нами договориться. Это было бы предельно просто. Но я хотел бы поставить вопрос в несколько другом ключе. А что мы можем предложить НАТО для создания совместной системы противоракетной обороны? Много уже говорилось о том, что, конечно, мы могли бы предложить имеющие у нас информационные ресурсы. Например, 2 радиолокационные станции. Одна типа Дарьял в Габале в Азербайджане, а вторая, значительно более новая, станция в Воронеже ДМ, которая размещена под Армавиром и которая в ближайшее время будет иметь 2 направления обзора. Так вот этого, что мы предлагаем для создания совместной противоракетной обороны, недостаточно. Потому что Соединенные Штаты Америки имеют радиолокационную станцию в Израиле. Они развернут в ближайшее время станцию в юго-восточной части Турции. Они имеют чрезвычайно мощное покрытие космической группировкой всех интересующих их объектов, всех территорий земного шара. И с этой точки зрения нам в информационном ресурсе, сейчас ли говорить о том, что мы могли бы существенно расширить их информационные возможности, наверное, мы не можем говорить, и объективно необходимость в обмене информацией в этом отношении сокращается. Если бы Россия имела систему, аналогичную системе ИДЖИС, то есть аналогично хотя бы той системе, которую США планируют развернуть в Румынии, в этом случае мы могли бы говорить об совместимости российской и американской системы, которая будет развернута в Европе. Однако Россия таких систем не имеет. Те системы, которые Россия реально располагает, это системы противовоздушной обороны. Да, они имеют некоторые возможности по перехвату баллистических целей, в частности, определенной модификации комплексов С-300. Однако хочу напомнить, что высота перехвата баллистических целей этих комплексов, если говорить о нынешнем уровне, составляет всего лишь 30 километров. При высоте полета ракет средней дальности 200-300 километров над высотой, да, можно понимать, что эти комплексы не предназначены для защиты какой-либо территории, это максимум объектовая защита. Кроме этого, у них имеется ограничение по скорости перехвата. С этой точки зрения, можно поговорить, конечно, о комплексе С-500, но я считаю, что это преждевременно, потому что этот комплекс еще не родился. Ввиду того, что Россия не имеет ударных элементов, а система, которую Россия имеет вокруг Москвы, в принципе не может быть интегрирована ни в какую европейскую систему противоракетной обороны, то позиция России на переговорах достаточно слабая. Кроме этого, хотел бы вас обратить внимание еще на следующее, что не следует преувеличивать угрозу со стороны тех систем, которые США планируют развернуть в Европе. Я здесь имею в виду и наземных компонентах, и морских. Потому что если говорить о наземных компонентах, то, во-первых, обеспечение той скорости, которая заявлена в движении перехватчика 5,5 км в секунду, не очевидно. Возможности перехвата имеются, но они имеются для отдельных объектов, которые находятся на территории российской отдельных дивизий, при определенных траекториях стрельбы, при работе в автоматическом режиме и при наличии еще ряда других ограничений. В принципе, при каких-то определенных условиях, наверное, перехват возможен,
Но совпадение всех этих условий, реализация одновременно практически невозможно. То же самое имеет отношение к морской компоненте разворачиваемой системы, потому что для того, чтобы обеспечить перехват стартующей межконтинентальной баллистической ракеты с помощью кораблей, крейсеров или эсминцев, оснащенных системой Иджис, этот корабль должен находиться на расстоянии не более 1000 километров от места старта. Вы можете посмотреть, где находятся российские ракетные подводные крейсера стратегического назначения. Сразу станет очевидным, что для перехвата стартующих оттуда ракет, а ведь именно на активном участке наиболее считается ракета уязвима, что придется, по-видимому, заходить им в Баренцево море и при этом использовать корабли, которые не подготовлены для плавания в арктической зоне, при отсутствии ледокольного флота. Ну и другое все говорит о том, что вообще перехват, наверное, возможен, но он крайне маловероятен. И если говорить об ограничении возможности систем, об ограничении ракет СМ-3, самое большое ограничение, которое мешает перехватывать на активном участке, это ограничение по перегрузке. Оно может ставить под вопрос вообще возможность перехвата на активном участке полета ракет. Что получается? Получается, что та система, которую США будут разворачивать, да, Россию беспокоит, но это все-таки не та угроза, с которой нужно бороться вот так явно. Ведь, по-видимому, для России большую опасность представляют другие системы и развернуты в другом месте. Вот если бы такие системы разворачивались, положим, по периметру территории Соединенных Штатов Америки, в этом случае на сходящихся курсах возможности перехвата были бы совершенно другими. Вот что Россию действительно должно беспокоить. Пока Россия не примет решение о создании национальной системы противоракетной обороны на базе новых комплексов, которые у России в настоящее время отсутствуют, которые будут позволять перехват обеспечивать как ударный, кинетический, так и обеспечивать определенный промах, только в этом случае мы можем говорить о создании действительно системы, с которой нужно будет каким-то образом стыковать ту систему, которая создается в Европе. В настоящее время я не вижу никаких причин, по которым можем создать единую систему противоракетной обороны.